Почему вы похожи на Паркера? Потому что я и есть он.
Всем привет! С вами Ларри, и вы только что посмотрели распаковку Питера Паркера по анимационному фильму «Человек-паук сквозь вселенные». А я сейчас расскажу вам про ее плюсы и минусы. Не забудь поставить лайк, а мы переходим к оценке. И только, пожалуйста, не пугайтесь, все хорошо. Я не болею, со мной все нормально. А почему я в пижаме, сейчас расскажу. Когда я открыла фигурку и увидела его в этих треничках, в этом пальтишке, эти кусочки пиццы, эта чашечка чая, это так мило было по-домашнему. Ну и я и решила, что можно сделать оценку тоже по-домашнему. Но, к сожалению, треничков, а может быть и к счастью, растянутых треничков у меня нет. Поэтому я облачилась в пижаму, посадила животных, решила, что будет классно. И в любимой чашечке у меня чаек. Мы приступаем к оценке. Плюсики. Начнем с плюсиков, с положительных. Это, конечно же, детализация. Это детализация, это качество исполнения, это проработка деталей, это количество дополнительных деталей. И, конечно же, что поразило меня, это одежка. Одежка, вот эти тренички, пальтишко, это так здорово, это такая классная задумка. Сама фигурка, она чуть-чуть выполнена грубее, чем фигма, но облачить фигму в одежду – это идея просто на 100%. Медиком впервые у нас на канале, ранее фигурок Медикома у нас на канале не было. Это первая фигурка, за которую я благодарю наших друзей, которых вы уже не раз слышали. Косплей-дуэт Ride-Beat, это они дали на обзор на распаковочку Питера. Купить фигурку сейчас можно. Возвращаясь к плюсам. Инструкция. Они положили инструкцию, за что большое им человеческое спасибо. Но тут мы плавно переходим к минусам, потому что инструкция не полная. В ней есть моменты, как заменить некоторые его запчасти. Но в инструкции нет половины того, что куда вставлять. То есть, допустим, как вставлять и куда паутину, я нашла только на коробке. Возможно, так и было задумано, возможно, они показали это на коробке, поэтому не стали показывать в инструкции. Но меня это немножечко удивило, и, скажем так, это заусенец, который был неприятен мне, потому что инструкция для меня была неполной. Следующий непонятный, скорее, момент, чем минус, это странные ладошки и ступни, облаченные, соответственно, в костюмы Человека-паука с магнитами. Для чего они, я так и не поняла. В инструкции, опять же, этого нет. Это минус инструкции. Не знаю. Если вы знаете, пишите в комментариях, расскажите мне, для чего они нужны. Возможно, вы сталкивались с фигурками Медикома, возможно, это не первая фигурка, у кого они так делают, и вы расскажете. Я хотя бы знать буду на будущее, потому что в инструкции этого нет. Или я слепая, и там это где-то мелким шрифтом написано, а я просто не увидела. Бывает. Возможно. Не отрицаю. Следующий момент. Тоже, наверное, скорее непонятный. Почему они не сделали, то есть у него есть дополнительные ступни голые, не облаченные в костюм, а вот с руками они так не сделали, то есть даже пары ладошек они ему не положили. Это странно, мне бы, наверное, хотелось все-таки, чтобы он, например, ту же пиццу не держал перчатками, как-то переодеть его в более человеческий формат, можно было бы до конца, да, то есть если ему застегнуть это его пальто, переодеть его в треники, да, у него есть голень и корная часть человеческая, голая, без костюма, без костюма, а вот с руками так не получается, они все время в этих перчатках. Вот это странно, для меня странно, возможно, это не минус, но это странный момент, согласитесь. И вот критичный минус, к которому мы подошли, это пеги, а вернее отсутствие дополнительных пегов, потому что они тоненькие, маленькие, и если его сломать, все, капец, его не высверлишь, он прям очень тоненький, очень маленький.
И это странно, почему не доложили? Почему? У них нет в практике такого. Это плохое, ну, как бы плохо. Это плохо, ну правда плохо. Сломаете, и все, хана. Тут вообще не моя фигурка. То есть я каждый раз меняю какие-то детали у нее, я переживала за эти пеги. Я не знаю, насколько они делают их там титановыми, насколько неубиваемые у них эти пеги. Может быть, они не кладут дополнительные, потому что у них, ну, все хорошо как бы с этими. Но я бы, на самом деле, перестраховалась на их месте, потому что, ну, кто знает, в какие руки попадет фигурка. Может быть, там человек-осьминог. Что же, фигурки теперь не покупать? Покупать, конечно. Вот. Это, скажем так, все, на мой взгляд, плюсы и минусы этой фигурки. Подводя итог, фигурка стоит своих денег, даже тех, за которые она продается сейчас. Для фанатов анимационного фильма, для фанатов непосредственно этого варианта Питера Паркера, чудесная фигурка, стоит своих денежек абсолютно, рекомендую к приобретению, медикомовцы молодцы, компания меня приятно удивила в целом. И медальку я, скорее всего, ей поставлю вау. До супер-пупер все-таки не дотянула вот с этими странными, ну, пегами, да, отсутствием пегов, странностями и вот этими недочетами в инструкции. Вот прям чуть-чуть не дотянула. Но, знаете, как бы каждому свое. Для меня чуть-чуть не дотянула. Кто-то на это закроет глаза. Поэтому пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этой фигурки. У меня на сегодня все. Надеюсь, вам понравилось. Вы поставите лайк видео. Рассказывайте о нас своим друзьям, заглядывайте к нам в соцсети, посматривайте в Бусти, там контент 18+, приходите, наслаждайтесь. А я желаю вам хороших фигурок.